Всем привет! Вы смотрите канал Toy House, и если вдруг еще не подписаны, это канал про модельки, машинки, в общем, различный транспорт, все, что с этим связано. Так что подписывайся, пиши комментарии обязательно, ну и если понравился ролик, поставишь потом лайк в конце. Так, сегодня у меня коробочка с моделями, модели коллекционные, в масштабе, по-моему, все 1.43. Как они здесь оказались, в общем, все просто. Это, в принципе, мои модели, но у меня в данном сейчас помещении идет глобальный ремонт, и эти модели были где-то полгодика назад, наверное, упакованы в эту коробку. Я не помню, что здесь конкретно лежит. Увидел эту коробку, думаю, о, засниму, покажу как раз-таки вам, что за модели у меня хранятся отдельно от макета. Они в коробочках, упакованы. В общем-то, такая коллекция, в общем-то, моих любимых, ну, можно сказать, и любимых, да, автомобилей, так как я их аккуратно, бережно храню в коробочках. На полочке они вообще стояли, но полочки сейчас сняли, и поэтому данные модели переместились в коробку. И не удивляйтесь, что вы видите там технопарк. Технопарк тоже я некоторые модели собираю. Они как бы у меня, ну, такие более редкие. Так, сейчас я все это дело вот так сделаю. О, полная, битком набитая коробочка. Давайте рассматривать с вами повнимательней, поближе, что здесь интересного. Посмотрите, УАЗ Симбир 3162. Это автолегенды Диагостини. И да, их тоже выпускали в коробочках. Достойное, да, как бы место для хранения. Все-таки коробочка, нежели блистер, намного лучше. Итак, давайте рассматривать этого красавчика. Вот такой вот классненький, на мой взгляд, автомобильчик получился. Где купить более коллекционные модели, ну, не от Диагостини, я не могу вам подсказать. Но такую вот можно, наверное, найти где-то на сайтах продаж. Я думаю, они вполне себе продаются. Итак, масштаб 1.43, сделан Marklin Toys. Кстати, очень хорошая фирма, достойная. Делает очень много моделей разных. Плюс ко всему, по-моему, делают даже грузовики. У меня есть, по-моему, парочка в коллекции. Так, отставляем в сторону данный УАЗик. Здесь у меня, смотрите, Эликон. Две штуки, это два КамАЗа. И вот еще, кстати, Эликон тоже. Это прям эликоновские модели. Раньше завод находился в Казани. Но сказать конкретно, новодел это или нет, я сказать вам вот не могу подсказать. Потому что, если брать, это не советская точно модель. Это уже сделано как бы в годах 90-х. О, видите? Ну, сделано довольно-таки качественно. Ну, для этой модели. Кому-то, конечно, сейчас можно купить ССМовский КамАЗ, он будет намного круче сделан. Но вот Эликон это такая, как бы сказать, ну, ламповая модель, да. В общем, кузовок откидывается, кузов у нас с выштамповками, кузов пластиковый, кабина металлическая, вот кабинка у нас откидывается, вот так вот это выглядит дело. В общем-то, сломался у меня рычаг переключения передач, к сожалению. Рама полностью металл идет. Тяжелая довольно-таки модель. Вот здесь вот у нас АРЕК написано, аббревиатура. И кто-то мне в комментариях когда-то писал про эту модель. А вот здесь на кузове прям написано Made in USSR. Видите? И масштаб. КамАЗ 5320. В общем-то, вот такой вот КамАЗик. Ну, в целом симпатичная модель для коллекционеров, именно кто хочет, так сказать, вспомнить, может быть, юность, да, детство своего. Потому что у меня в детстве был такой КамАЗ, и я его разбил. И я себе вот покупал именно на замену тому разбитому КамАЗу вот этот как бы в коллекцию. Вот такой вот КамАЗ, тоже эликоновский. Это, ну, вообще, вот эта модель у нас, по идее, пожарный КамАЗ должен быть. Но здесь у меня военный. В военной окраске. Но вообще вот этот вот именно кузов, это считается пожарный автомобиль. Типа насосной станции, что ли, вот так это выглядит.
если более подробно. Фары у нас пластиковые, просто из кусочков пластика. Мигалочки есть синие на крыше, да. И вот передняя часть выглядит вот таким вот образом. Резиновая покрышка на колесах. Кстати, рабочий мост, по-моему. Да, смотрите, рабочий мост, как можно вывесить, да, вообще. Где такую модель сейчас можно увидеть? Вот такие вот делали раньше. Ну, такую тоже можно приобрести, найти, если вы хотите. Цена где-то будет в районе, наверное, 5000 стоить, я думаю. Ну, если в хорошем состоянии. Металл кабина, металл рама, все остальное пластик. Вот так вот это выглядит снизу у нас дело. Тоже здоровская, вот прям честно здоровская модель. И тяжелая, тяжелая. Вот если мы возьмем даже вот это вот теперь сейчас, например, это у нас Урал К-4320 с кунком идет. Это у нас легендарные грузовики СССР Мадемио компания делала. То он намного легче. Все здесь из пластика сделано. Да, он красивый, спору нет, конечно. Симпатичный довольно-таки получился. Но единственное, с ошибкой был вот этот вот выхлоп приклеен был вот так, горизонтально. То есть, а он должен стоять вот так вот, грибочек этот. В общем, вот такая вот моделька, аккуратненькая. Но она намного легче. Вот нет весов у меня, я бы вам, конечно, показал. Ну, в целом, тоже довольно-таки здоровская модель. И смотрите, модель стоит в коробке, да, считай, стояла на полке, закрытая полностью. И пыль все равно вот на модельке присутствует. Кунг у нас, давайте заглянем вовнутрь, что там есть, что-нибудь. Пустой кунг, сидушек нет, людей тоже нету. Приобрести такую модель, наверное, тоже можно найти. На сайте Мадемио можно, конечно, посмотреть, но навряд ли вы там найдете. Скорее всего, где-нибудь на сайтах продаж в районе тоже, наверное, 4500 будет стоить. Смотрите, развал у меня здесь кривой, оказывается. Видите, здесь передний. Ну вот... Вот эти модели, да, вот они вот бывают такие, видите, прям восьмерками колеса ходят. Так, все, убираем в сторону. Масштаб это 1.43. Что же у меня здесь от Технопарка? Технопарк это свадебный зелочек. Я не знаю, можно ли найти такой. Я его как-то редко встретил. Здесь открывается капот, открывается багажник. На него есть отдельный обзор, не буду. Здесь есть свет и звук. В общем, хотя самому интересно стало, какой там звук и свет, если честно. В общем, он очень похож на 43-й масштаб. Очень такой необычный, считай, свадебный, с кольцами. По-моему, вот найти его проблема. Я поэтому как-то не встретился, я его приобрел. О, видите, как открывается. Открывается багажник у нас с колесиком, все. А-ля такой тот же, к советскому прошлому, можно сказать, отнести. Ну, сделан по формам. Так, какой же звук здесь? Звук двигателя. И все. Я-то думал, может быть, здесь свадебный марш играет, но нет. Марш Мендельсона здесь не играет у нас. Так, убираем его сразу в коробку. Ох. Займу чуть-чуть вашего времени. Вы, кстати, можете налить себе чаек, потому что моделек очень много. Возьмите пирожок или бутерброд сделайте, да, вкусные. Ну, а потом, после просмотра, напишите обязательно комментарий, какую модель бы вы хотели себе в коллекцию отсюда. Это, ребята, тоже раритетная модель. Коробка не родная, это коробка эликоновская от чего-то, от, по-моему, ну, от разных моделей. Но это фирма Компаньон. По-моему, была она в Краснодаре. Они делали в основном модели на базе газа, по-моему, если я не ошибаюсь. И модели были у них из пластика. Вот полностью пластиковая моделька. Такая вот она прям, ну, можно сказать, да, такая, как-то, что ли, как мультяшная, как будто ее из пластилина слепили. Но в целом вот такая вот, мне кажется, тоже достойна быть в коллекции, потому что все-таки эта история, да, она уходит постепенно, данные модели, в историю. И вот все-таки сохранить на полочке данную историю можно. В общем-то, вот такая вот пластиковая модель. А сейчас мы вот посмотрим, кстати, на вот той коробочке. Вот тоже это газончик. Где фирма-производитель находился? В городе Краснодаре, да, вот она. Здесь телефон даже есть. В общем-то,
Масштабная модель для взрослых ребят-коллекционеров. И вот кто смотрит мои видео, там, ну, хейтеры есть, да, пишут, чего там машинки, я им объясняю, пишу просто. Понимаете, у человека должно быть хобби у любого. У кого-то там рыбалка, у кого-то охота, у кого-то собирание, например, ножей, да, монет, марок. Ну, а кто-то собирает вот модельки автомобилей. И смотрите, со временем тоже стоит просто на полке. Колесико. Ну просто оно снялось. Кстати, покрышки резиновые идут. Здесь жесткая нет. Ну, что-то похожее на резину, но ну и может быть это все-таки пластик. Вот такой вот фургончик, продукты, даже есть кондиционер. У кого есть такие модели в коллекции, пишите в комментарии, какие у вас еще есть и что посоветуете из этой серии купить. Найти можно, наверное, только где-то в коллекционных магазинах, либо также с рук на сайтах продаж. Такс. Модельки Диагостини переупакованные типа Хонгвелл, но это Луаз. Его открывать не буду, но в целом вы знаете, да, что за модель. А вот это вот, по-моему, Пони. Тоже переупакованная модель, тоже от Диагостини. Это типа электрокар, доставка населению. ВАЗ Пони, по-моему, он правильно назывался. Ну, сейчас посмотрим. Вот такая вот маленькая моделька абсолютно. Да, вот Пони написано вот здесь вот. Резиновые покрышки на колесах. Видите, как низ тут у нас типа а-ля батарейка стоит у настоящего автомобиля. Ну, как он, по-моему, не вышел в серию, если я не ошибаюсь. Просто это прототип. О, здесь что-то еще написано. Читайте, если есть такая возможность. Потому что я смотрю через камеру, и мне как бы я не могу прочитать. А вы можете прочитать, что там написано. Город Тольятти я вижу, только Япония. В общем-то, вот такая вот крошка тоже хранится у меня в коробочке. Так, ладно, ее уберем попозже. Поставлю ее пока в кабину КамАЗа. Опа! Вот это да! Вот это да! Смотрите, что здесь. Это, ребята, ССМовская модель. На самом деле тюнинг делал сам. Были у меня декали. Видел такие автомобили, по-моему, где-то на море приезжали на гастроли, да, Филипп Киркоров. И я решил повторить и сделать себе такую, в принципе, модель. Это КамАЗ 54901, К5 с полуприцепом, не ФАЗ, соответственно. Тяжелая модель, но, если честно, даже вот начиная с коробки, да, вы видите, какая она хлипкая, модель также получилась довольно-таки хлипкая, и я ее, по-моему, одну заказал, вторую, ну, одна вообще пришла разбитая, а вторая, получается, опа, вторая моделька, короче, перезаказал модель. Первая пришла разбитая, и потом вот перезаказал эту. Ну, давайте рассмотрим, что здесь у нас. О, видите, вот так вот это все дело. В общем-то, ну вот, она вся такая, вот честно, и первая была, и эта. Поэтому я ее храню в коробке, ей вообще вот как бы очень хлипенькая модель. Это первые серии, пошли, кабина откидывается у нас, вот так это выглядит. Если у кого есть вот такой вот КамАЗик, тоже напишите комментарий, в каком состоянии он у вас. Модель у меня на номерах, соответственно, номера фототравления. Вот так это выглядит, ну прям вот хочет весь развалиться, мне кажется. Ну так красивая модель, интересная, коричневый салон, что немаловажно. Седло здоровское. И кузовок давайте сейчас вам покажу. Сейчас его аккуратненько поставлю. О, вот такой вот кузов. Ну, прицеп добротно сделан, качественно, нормально, ничего здесь не сломано. Колеса вроде ровно все крутится. В общем, декалечки. Может быть не актуально, даже номера. Есть здесь номера не фототравления. Здесь я распечатал. Видите, Киркоров типа и 5 семерок. Здорово, здорово. В общем, такой вот экземпляр. Ну как, что-то уже понравилось или все-таки нет? Пишите комментарии, жду. Аурус Сенат от компании Технопарк тоже решил приобрести в коллекцию, потому что это довольно-таки качественная моделька получилась. На самом деле приложили, так сказать, усилия и сделали добротную модель.
Видосы есть с ней на канале, есть с ней даже гонки я устраивал. Открывается багажник. Ну вот прям у меня вот не сильно открывается. Мне писали ребята, что у кого-то открывается, у кого-то нет. И видите, все-таки даже в коробке не спасает от пыли. Соответственно, мигалочка аккуратно. В общем, так-то вот классный. Внутри классно сделан. Добротная модель получилась, поэтому тоже вот решил, так сказать, в коллекции своей сохранить данный экземплярчик. Дальше погнали. Что у нас здесь есть? Горбатый Запорожец 965 Ялта. Такой вот. Ох ты, здесь смотрите, еще цена есть. 20 февраля 2014 год и стоил 283 рубля. Еще ручкой написано. Вот такой вот экземпляр. Здесь тоже 283 рубля. Ну, давайте его достанем. Давно лежит он. Уже посмотрим. Наш Автопром. Сейчас наш Автопром, кстати, делает довольно-таки классные тачки. Вот он лежит. Это, ну, как бы, может быть, конечно, и делают, да, в Китае, типа того. Но все-таки под, так сказать, непосредственным участием компании Ленмобиль, Ленмодель. И поэтому вот газельки конкретно получаются очень достойные у ребят. Мне нравится. Такой вот красавчик. 1963 года. Из металла. В смысле, 1963 года не эта модель, если что, а модель настоящего автомобиля. Наш Автопром. Ну, давай, дружок. И сейчас я вам покажу, какая же серия прекрасная была у фирмы Наш Автопром. У кого есть, кто собирал, вам респект и уважуха. Вот она, посмотрите. У меня был ЗИМ, по-моему, ЗИМ-12. У него стала лопаться краска. Москвичи, по-моему, есть. Вот такой Запорожец ушастый есть. И, по-моему, еще есть от нашего Автопрома Волга, конечно же, да. Есть Волга. Все они вот в нормальном состоянии модели, а вот на ЗИМ полопалась прям краска. В очень плохом был состоянии. Так, что у нас здесь? Агат. Российская фирма. Видите, коллекционные модели. Холдинг Инкотекс автомобили России. Инкассаторская модель. Открываем. Кто-то скажет новодел, кто-то скажет где купить. Я скажу вам, я ничего не знаю. Ни про новодел. Ну, где купить, я вам говорил. Либо коллекционный магазин смотрите, либо с рук. Там сидушечка так здорово сделана. Не знаю, вам видно, наверное, не будет. Ну, вот так вот. Видите, даже притонированные стекла идут. И сиденья прям вот, прям четкие, как у газели. Вот такая вот модель. Обычная газелька у нас. Поворотнички у нас сделаны отдельно, не окрашены. Мигалочка на крыше. Инкассаторская модель. Да, есть огрехи по покраске, можно сказать, да, как будто так она шпаклянутая. Но, ребята, так все равно очень классно рассматривать данную модельку. Даже ручечка здесь вот отдельно сделана. Вот эти вытяжки отдельно. Ну, не вытяжки, как она, вентиляция, да, отдельно сделана. Снизу модельчика выглядит вот так вот. Сделано в России. Газ. Как-то Газвав? Я не пойму, что написано. Ну, не газель, да? Газвав. О, прикольно. Газвав. Колесики так крутятся. Мост, смотрите, проработочка какая. А вот здесь вот коробка, она выполнена из металла. Вот. Все остальное пластиковое. Как разобрать данные модели, я честно не знаю. Ну и не хочется. Зачем разбирать такую красоту? В общем, поставлю ее тоже. Пусть постоит, полюбуется свежим воздухом, вернее, подышит. Так, переходим к следующему. Ну, давайте вот этот Таликон. Это военный КАМАЗ. Называется он КАМАЗ Мустанг. Двухмостовый. Опа. Такой вот. Без пальничка, без всего КАМАЗик идет. На военных номерах у меня. Кунг у него снимается. Вот так вот. Выглядит не кунг, это тент.
Здесь подвеска у меня не рабочая. Рама из металла. Соответственно, не поворотный мост, ничего. Ну, детализацию видите, да? Очень здоровская детализация. Задняя оптика у нас вот, ну, это Эликон. Вот такие вот фары у всего Эликона, в принципе. Нового ничего не изобрели в то время. Буханочки пошли. Буханочки это Саратов делает. Они выполнены, ребят, из пластика. Тоже довольно-таки редкие модели, но в свободной продаже сейчас найти можно. Можно найти даже в интернет-магазинах. Продают их. И стоит, по-моему, не очень дорого. Ну, какие-то модели дорого, какие-то не очень. Из металла дорого и с зеркалами, по-моему, подороже. Вот эти модели, видите, без зеркал идут. Соответственно, но из пластика сделаны. Что здесь у нас написано? УАЗ длинная база, голубой почему-то. Ну, здесь вообще не соответствует полностью, как бы, коробки просто, так сказать, от балды запиханные. Не я их распихивал, это я их именно так покупал. Вот еще один УАЗ. Редкий довольно-таки. Кто-то писал, что видел. Это трехмостовый УАЗ, ребята, длинный. Представляете, такой я ни разу в жизни не видел. Видите, эта модель уже идет с зеркалами. Ну, зеркала обычные, здесь пластиковые. Ничего такого сверхъестественного нету. Сейчас я вам достану, покажу. В целом, все модели выглядят именно так. Так, она, по-моему, сложилась чуть-чуть. Сейчас еще отломается. В общем, смотрите, пластик, фары выглядят вот так, соответственно. Значок УАЗ сделан отдельно, это на всех моделях. Вот так вот. С этой стороны оптика задняя пластиковая, фонарь заднего хода пластиковый идет, ну, под стекло типа того. Есть у всех моделей брызговики с логотипом УАЗ. И днище будет практически такое же, только, ну, здесь длинное, как бы, то, что он трехмостовый, а у тех моделей будет короче. Ну, то есть вот так вот, без этой части. В общем-то, вот такая модель в масштабе 1.43. Интересная, я советую, как коллекционер моделей, ну, я советую такую все-таки необычные модели приобретать. Наш автопром, вот, кстати, Лен-модель. Газель по лицензии ГАЗа, это А32Р32, грузопассажирская газельчика идет. Серия у них вот такая. Я всю серию не собирал, покупал лишь скорую помощь, могли видеть вот по предпоследнем видео снимал. Но вообще скорая, там вообще АТАС, там внутри такая проработка идет. Ну, их сейчас не найдешь. Я хотел купить реанимацию, но нету вот. Смотрите, как здорово сделано. Самое классное, что мягкие зеркала идут. Ну, дворники, понятно, отдельные детали. Значок, видите, прям ГАЗа видно, соответственно. Газель Next здесь у нас. Снизу вот так вот выглядит модель. Проработка, на мой взгляд, шикарная. Колесики прям крутятся. Вот, задняя часть. Так, стороночку. Опа, и появился там кто у нас? Дакаровский КамАЗ. Но у нас здесь есть еще вот такой вот экземпляр, ребята. В районе 5000 можно купить данную гармошку. Это у нас советский автобус. Качество, ну, такое себе, потому что тоже очень хрупкая модель. Нет, на самом деле, прям здоровская она, я ничего не говорю, она классная, но есть элементы очень-очень хрупкие, так сказать, в данном троллейбусе. Сейчас откроем. Заказывайте на Новый год, не пожалеете. Но главное, чтобы пришла целая, а то будет обидно, если такая моделька, да, и придет вдруг в сломанном состоянии, соответственно. Вот такая вот. Видали, какая здоровенькая прям идет. Короче, проблема у нее какая? Вот эти вот части, видите, они вот здесь у меня поклеены. Они хрупкие. И модель пришла, вот эта часть полностью
плюс лестница сломанная. Ну, у кого есть руки, соответственно, кто может такие мелкие части сделать самостоятельно, тому респект и уважуха. У меня только лишь получилось склеить. Ну, а в целом так-то модель очень хорошо сделана. Вот посмотрите, салон какой шикарнейший, коричневый, да, с поручнями, все дела. Гармошка не поворачивается, вот это тоже как бы минус. Ну, кому-то минус, кому-то плюс. Вот ЗИУ 1606, дворнички аккуратно сделаны, зеркала аккуратненько сделаны, ну, которые тоже могут отломаться. Габаритные огни, вот эти все поворотники, все это сделано отдельными элементами. Модель классная, но с хрупкими, так сказать, частями. Снизу выглядит вот так вот. Вот, ребята, давайте поставим его в сторону и поедем с вами дальше. Что здесь у нас? Опа, новогодняя модель. Я всегда ее перед Новым годом показываю. Ну, как раз уже скоро Новый год, да. Это у нас Dodge Ram из фильма «Один дома». По-моему, это вот, видите, Limited Edition, так сказать. Лимитированная серия. Есть подороже модели такие, есть подешевле. Вот какая у меня, я не помню. Не могу сказать. Но классная модель. Так, это Greenlight делает, да, фирма. Давайте вам, что ли, покажу ее. Все смотрели фильм «Один дома». Я люблю фильм «Один дома». Мне нравится. Вот первая часть, вторая нравится. Да, в принципе, все нравятся. Можно так вот поностальгировать, посмотреть. Все-таки. Особенно, когда у тебя есть модель еще. Вот. Все стоит на полке. Ну, бокс спасает, кстати. Вот такая вот шикардосная просто. Просто шикардосная. Вы посмотрите, здесь ведра, да, всякие трубы. Это фургон бандитов. Кто не знает, из первой части. Или из второй. Подождите. «Один дома». Первая часть. Да, это из первой части. Давайте заглянем вовнутрь. Что там у нас? Эх. Ну, ничего там не видно. Особо. Днище не посмотрим, потому что модель у меня прикручена. Ну, как? Нравится? Мне тоже. Ну и следующая модель тогда давайте тоже из Нового года, из серии новогодней. О, Кока-Кола, фургончик. Да, такой сейчас и не встретишь, наверное. Это Volkswagen. Вот так вот сделан он. Довольно симпатичный, классненький, с прицепом. Масштаб тоже 1.43. И это Volkswagen T1 1960 года. С бутылочкой на крыше. Это все так было, ничего я не делал. Это все вот можно было приобрести. Что за фирма делает? Ну это именно проект Coca-Cola, я так понял. Эта модель, кстати, у меня заказывалась из Америки. Мне прислали. Сделана она, видите, в Бангладеш. Вообще чисто американская. Есть видос на канале, там я распаковывал разные модели, и они пришли именно из Америки. И вот это оттуда же. Что, погнали дальше. Что у нас спряталось здесь? Грузовик Лукойл. Но где приобретался? Приобретался на заправке, соответственно, лукойловской. Это Mercedes Actros. Вот так он выглядит. Что так не видно, да? Здесь есть ошибка. Ошибка одна. Кстати, делал это, по-моему, Автопанорама, да? Jumbo Toys вообще. Не знаю, у них на сайте, наверное, нет таких моделей. Где-нибудь, ну, в магазинах. Это чисто делалось для заправок. В общем, тяжелая модель из металла. Посмотрите, как четко сделаны. Вообще... Кстати, купил я ее, по-моему, в Новороссийске, если я не ошибаюсь. Дворники сделаны классно, да? Вообще фонари. Здорово. Здесь вообще никаких этих нету вопросов к данному сидельному тягачу. Прям здоровски под мою заправочку был. А вот с прицепом, ну, здесь должно быть 3 оси, а здесь всего лишь 2. Но, хотя, может быть и знающие люди, как бы, тоже, кто писал это, ошиблись. Сзади выглядит вот так вот. Ну, многие покупали 2 и доделывали. Короче, вернее, не 2, а доделывали просто.
В общем, так-то нормальная моделька, да? Классная. Большой, огромный грузовик, так сказать. Так, и все это дело мне предстоит потом в обратном порядке складывать. Поехали дальше. Волга, 21 Волга, но универсал идет и с прицепом Скиф. Это доработка тоже саратовские, по-моему, ребята дорабатывают, делают, но здесь нет никаких особых оповещений. В общем, здесь идет прицепное устройство на модельке, и как бы в дополнение они продают свои вот эти прицепы вместе с моделью. Ну, вот такую вот цепочку решил оставить. Классно выглядит. Так. Что это? Это пламенный мотор. Это Volkswagen Amarok, ребята. И почему он здесь? Потому что он в 43-м масштабе, как ни странно. Масштаб вот даже 43 написан. И вот такой вот он. Пыльный-то какой, в коробке и пыльный. Открываются двери. Есть инерционный механизм. А здесь вот МСЗ почему-то написано. И что здесь? И масштаб, наверное, не 43. Да, и масштаб здесь уже не 43, а 46. Вот так вот. В общем, Volkswagen Amarok. Игрушка, можно сказать, по факту. Ну, пусть будет. Есть он и есть. Вообще, есть сейчас фирма, интересно, вот этот пламенный мотор. Когда-то, я помню, снимал какой-то гараж, я видел там, когда поход по магазинам снимаю. Прям, по-моему, есть на этой, на превьюшке стоит тут гараж. Так, а это, ребяточки, у нас 8 и 9 с прицепами Скиф от компании Агат. Это не новодел, это вот тоже, наверное, годов, может, 99-го, где-то так, модели. Открывается у них капот. Давайте на примере покажу вам, наверное, 8. 9 такая же абсолютно будет. Сейчас я вам покажу просто, как передняя часть сделана и что под капотом находится. Очень хрупкая такая моделька, на самом деле. Прям не то, что мне она не нравится, но требует бережного, так сказать, обращения. И, соответственно, такое ощущение, что она со временем зачумеет. Мне так кажется. Кстати, прицеп пластиковый у данных моделей. А у Диагостини, вот который предыдущую Волгу показывал, вот здесь вот уже металл идет. В общем-то, вот так вот под капотом выглядит. Соответственно, вот так вот дверки открываются с рамочками. Вот такой вот салон. Сидушечки, по-моему, да, вот откидывается сидушечка. Видите, у 8 и 9, по-моему, не откидывается. И открывается багажничек. Вот так вот открывается багажничек. Видите, прицепной такой, ну здесь по-другому сделано, в Диагостине по-другому. В Диагостине такая накладочка идет, а здесь вот именно в запаске сделано уже. И снизу вот так вот выглядит. И вот такой вот огромный болт. Видите, дно даже 8, 9, типа того. Масштаб 1,43. Резиновые покрышки на колесах, имитация, не знаю, колпака, скорее всего, это чисто модель, которая должна, мне кажется, стоять на полочке, потому что ей, мне кажется, станет немножко плоховато. Вот прицеп. Играть с ней точно не стоит, если кто там смотрит по играм, ребят. Здесь вообще модели, в принципе, которые, ну, Диагостини, там, технопарк я не беру, да, в них можно погонять. А вот эти лучше, и то вот этот диагостиневский КамАЗ, считай, дакаровский, он, мне кажется, лучше тоже его на полочке держать. Лучше купить какой-нибудь, знаете, там, типа, а-ля пародию на этот КамАЗ за, там, 1000 рублей и в него поиграть, а такой лучше заставить на полке. Вот так вот выглядит. Серия классная, я думал, будет прям еще что-то интересное, но нет, к сожалению, не вышло. Журнальчик здесь прямо внутри вот упакован. Ну, давайте я его вам поближе покажу. Такая моделька зачетная в коробочке. Так, блистер. Опа. Есть еще круче модели. В районе тоже от 5 начинается. Там уже открывается кабина. У них открывается вот здесь вот ящики, соответственно. В общем, вот так вот выглядит передняя часть, номера. КамАЗ, мастер, везде все здесь. Фонарь вот этот. Я видел такой настоящий, кстати. Но не помню, какие номера были. Надо пересмотреть свой
шоц, не шоц, а видео, по-моему, на втором канале выкладывал. Запасочки здесь у нас. Если кто думал, что это вот так вот назад он встает и едет, нет. Это запасные колеса здесь находятся, располагаются, чтобы быстро их достать, поменять, если что. И вот так вот снизу выглядит. Ну, снизу, видите, особой такой детализации прям нету. Может быть, чтобы не раскрывать секреты какие-то, да? Но в целом прикольная модель. Найдете, покупайте. Будет, наверное, ну, может быть, 4, 5, 3 тысячи стоить, я не знаю. Но можно, говорю, по-моему, видел вот за 5. Прям вообще шикарная модель. Такс. Ну, это я снимал недавно. Это у нас МАЗ-103. Фирма делает «Мечта коллекционера». Их можно приобрести, данные модели. Их разные цвета. По-моему, 3 штуки. В районе 7-80 тысяч будет стоить данная модель. Резиновые покрышки, рабочая подвеска, декалечки все идут. В общем, номера, соответственно. Вот так это дело выглядит. Да что-то, ничего не выглядит, да, ничего не видно. Сейчас достану, покажу. Тяжелая модель. Что-то у них не получалось сначала с производством, потом вот зашло. Но почему-то именно продажи не так, мне кажется, идут хорошо, потому что цена снижается, снижается, снижается на них. С чем это связано, сказать, ребят, не могу. Может быть, не знаю я. В общем-то, так, а здесь не рабочие, вот здесь вот рабочие, да, вот. Здесь рабочая подвеска, металл, декали, все по красоте. Поручни, притонированные стеклышки. Может быть, потому что Диагостини выпускала что-то подобное, и люди не хотели как бы тратиться. Но я все-таки считаю, что достойная моделька. Маршрут. Снизу вот так вот выглядит. Мне нравится. Остальные пусть сами думают, нужна им такая модель или нет. Так, Следственный комитет. Это прям вот была недавно тачка, доставал я ее, поэтому показывать не буду. И это у меня фура Кино. Я отсылал им данную фуру, кстати, был конкурс какой-то на лучшие поделки с кино. Ну, что-то, ну, им понравилось, типа того. Коробка это не от нее, не родная. А что она не хочет выезжать? Короче, коробка не родная. Это коробка от прицепа, да, но не от фуры. Фура Ивеко. Вот такие вот декали. В общем, очень сложный процесс мне давался. Она как будто сделана, ну, видите, запыленная. То есть она с дороги, так сказать. Не новая, не нульцевая, не чистая. Вот именно куда-то приехала на концерт. Что-то тут у нас застрял. Вот. Ивеко. В общем, фура на номерах. Номера у меня отклеились уже. И это вот фототравление, ребят. А задний хоть есть? Задний есть номер. Перецепки сделаны. Это модель от XO. Но здесь есть определенный косяк у данной модели Ивеко Стралис. Обратите внимание на дворники. Они сделаны прям в лобовом стекле. И, в общем-то, поэтому эта фура, это сидельный тягач и сцепка решили стать именно фурой Кино по этой причине, как бы я сделал. Ну, в общем-то, вот такие модели у меня сегодня были. Аккуратненько номера приклею. Напишите обязательно комментарий, что вам больше понравилось. Ставьте лайк, если зашел видос. Ну все, у меня есть еще одна такая коробка убранных моделей. Если понравится это видео, покажу вам ну, не в следующем, чуть попозже покажу вам еще одну коробку, которая запечатана с моделями моими. Все, с вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра.